Часть первая. Пульт. В нашем доме 16 этажей. Я знаю это точно. Я в нем родилась. Сегодня ночью лифт приехал с 17-го. Меня зовут Ирина Витальевна Кострова. 44 года. Диспетчер объединенной диспетчерской службы. 9 зданий микрорайона, 42 кабины. Ночная смена с 8 вечера до 8 утра. Двое суток через двое. 14 лет за этим пультом. Диспетчерская у нас в подвале дома номер 12 по улице Сортировочной. Вниз 6 ступенек. Железная дверь, покрашенная суриком в 3 слоя, открывается плечом. Замок разбит с позапрошлой зимы. Внутри 8 квадратов. Стол, пульт, стеллаж с журналами, чайник Скарлетт с треснувшей крышкой, обогреватель, который нельзя включать одновременно с чайником, выбивает пробки на весь узел. У теплового узла спит кот-пельмень. Серый, без половины уха, ничей. Пахнет горячей пылью и мокрым бетоном. Этот запах я знаю всю жизнь. Так пахнет подвал, в котором стоит вода. Пульт – панель на 9 адресов. По каждому строчка, по каждой кабине лампочка. Если человек внутри нажимает кнопку «Вызов диспетчера», у меня загорается номер дома, номер подъезда и цифра, этаж, на котором кабина стоит в эту секунду. Я нажимаю тангенту, говорю «Диспетчер, слушаю», и человек отвечает, обычно матом. Обычно про то, что он опаздывает. За 14 лет я вынимала из кабин детей, пьяных, беременную с отошедшими водами, курьера с 8 коробками пиццы и один раз козу. Про козу мне до сих пор напоминают на планерках. Я живу в этом же доме, квартира 47, 12 этаж, вторая от лифта. Ту же квартиру получила моя мать, Валентина Ивановна, когда дом только сдали. Я в ней родилась, выросла, привела мужа, развелась, вырастила дочь. Настя учится в Екатеринбурге, 3-й курс, звонит по воскресеньям. Мать умерла 6 лет назад. Больше в квартире 47 никого нет. 4 ноября в 3 часа 26 минут ночи у меня загорелся вызов. Дом 12, подъезд 2. Мой подъезд. Цифра этажа 17. Я разглядывала ее и не понимала. Не испугалась, именно не поняла, как не понимаешь опечатку в знакомом слове. Наш дом 16-этажный. Панель внутри 16 кнопок плюс подвал. Точек остановки 16. 17 этажа нет ни в кабине, ни в проекте, ни в природе. Я нажала тангенту. Диспетчер, слушаю. В динамике не было тишины. Тишина в динамике звучит по-своему. Глухо, ватно и слышно, как шипит сама линия. Здесь было другое. Здесь был лифт. Работающий лифт слышно всем телом, если ты рядом с шахтой 14 лет. Ровный низкий гуд лебедки, лязг на стыках направляющих, шорох тросов. Все это шло из динамика. Кабина ехала. «Диспетчер, слушаю», — повторила я. «Вы меня слышите?» Гуд продолжался еще секунд 15. Потом лампочка погасла, цифра пропала, и линия стала пустой. Той самой ватной тишиной, которую я знаю. Я записала в журнал. 3:26, дом 12, подъезд 2, вызов, индикация 17, связи нет. Написала 17 и обвела кружком, чтобы утром показать механику. Объяснение у меня было готово раньше, чем я дописала строчку. Окислился шлейф, посыпалась плата этажной индикации, цифра встала неправильно. Такое бывает раз в год на любом стояке. Гена приедет, поменяет, забудем. Я поставила чайник, выключив перед этим обогреватель. Пельмень поднял голову и уставился не на меня, а на стену за моей спиной, на ту, за которой идет шахта второго подъезда. Он глядел туда, пока не закипела вода. Из-под двери тянуло холодом и мокрым бетоном, сильнее, чем обычно. Ту строчку в журнале я составила сама, своими словами. Время, дом, подъезд, вызов, индикация, связи нет. Так пишут все диспетчеры, и все-таки порядок слов у каждого свой. Через 5 дней я нашла ее в подшивке за 84 год.
чужой рукой, фиолетовыми чернилами до последней запятой. 40 дней. Часть 2. Механик. Выйди сейчас в свой подъезд и вызови лифт. Не заходи, просто дождись и посмотри на панель. Пересчитай кнопки. Сколько их? Ты уверен, что столько же этажей у тебя над головой? Подпишись, поставь лайк. А теперь посчитай, сколько человек из тех, кто заезжал в твой дом первыми, живут в нем до сих пор. Гена приехал 6 ноября к обеду. Геннадий Ильич Пахомов, лифтер-электромеханик, 53 года, синяя куртка с бирками, сумка с инструментом, запах канифоли и явы. Мы с ним работаем 9 лет, и за 9 лет он ни разу не сказал мне ничего лишнего. Я показала журнал. Он задержал взгляд на кружке вокруг 17 и хмыкнул. Мы пошли во второй подъезд. Он открыл щиток, вынул плату этажной индикации, повернул ее к свету, поскреб ногтем контакты. «Чистая», — сказал он, — «как из магазина. Поменял все равно». Потом мы поднялись на 16-й и по железной лестнице на технический. Там оголовок шахты, лебедка, ограничитель скорости, канаты, толстый слой пыли, в которой видны только его следы и мои. Гена посветил фонарем вниз, в шахту. 16 точек, 16 датчиков. Считай сама. Я считала. 16. Над лебедкой была бетонная плита перекрытия. Над плитой крыша. Между ними ничего, ни сантиметра пустоты, куда мог бы поместиться этаж. «Слушай», — сказал Гена, когда мы спускались, — «ты в подвале одна по ночам?» «Одна, 14 лет. Ты дальше диспетчерской не ходи». Он остановился на площадке и почему-то говорил тише. «Особенно в ноябре». «Гена, там кладовка и ведра». Он не ответил. Достал сигарету, покатал в пальцах, убрал обратно в пачку. «Меня Никифорыч учил. Гулин из 12-й квартиры. Он тут лифтером 40 лет отработал, до меня. Он мне первое, что сказал. Если ночью придет вызов с этажа, которого нет, не отвечай. Просто не бери тангенту. Оно само погаснет. А если взять?» Гена поднял на меня глаза так, как глядят на человека, который спрашивает, что будет, если сунуть руку в лебедку. «Не бери, Ир», — сказал он. «Тебе оно надо?» Он уехал в 4. В подъезде пахло горячей изоляцией от новой платы. Ночью 7 числа вызовов не было. Я ловила себя на ожидании и называла это глупостью. 8 тоже. А в ночь с 8 на 9 в 3 часа 26 минут лампочка загорелась опять. Дом 12, подъезд 2, этаж 17, с новой платой, с теми же 16 датчиками, которые я пересчитала своими глазами. Я не стала брать тангенту. Я сидела и глядела на цифру, и цифра горела ровно, без мигания, без дрожи. Так горит исправная индикация исправной кабины, стоящей на этаже. Она погасла через 8 минут. Я засекла. Потом я встала, отодвинула лист фанеры, прислоненный к стеллажу, и достала первую попавшуюся подшивку. Год на корешке был выведен от руки. 1984. 38 дней. Часть 3. Подшивки. Журналы у нас не выбрасывают, их некуда девать. Инструкция велит хранить, а в подвале места хватает. За фанерой на стеллаже стояло 40 с лишним подшивок. Картонные обложки, шпагат, углы объедены мышами. 9 ноября я вышла на смену на 2 часа раньше и начала с самой нижней. Записи диспетчеров одинаковы во все годы. 22:10, дом 14, подъезд 1, застревание, вызвана бригада. 01:40, дом 9, подъезд 3, хулиганство, разбит плафон. Почерки разные, суть одна. Дом живет, лифт возит, люди ломают. Читать это подряд, как слушать чужое дыхание. Первое совпадение я нашла на 4-й подшивке. 29 ноября 1984 года. Наклон сильный, чернила фиолетовые. 3:26, дом 12, подъезд 2, вызов, индикация 17, связи нет. Тот же час, та же минута.
Та же формулировка, слово в слово. И это меня зацепило сильнее всего, потому что формулировку я придумала сама. Мне так казалось. Дальше я уже не читала, искала. Я вытаскивала подшивку, вела пальцем по датам ноября и декабря и проверяла время. 89, 7 декабря. 3:26, дом 12, корпус 2, индивидуальный номер 17, не отвечала. 93, 20 ноября. 3:26, 12/2, 17, глюк. 98, 1 декабря. Тоже приписка другой ручкой сбоку. Опять. 2003, 2007, 2011, 2016. В подшивке за 2007 я нашла кое-что еще. Диспетчером тогда работала Нина Петровна Гладышева. Я застала ее, она передавала мне смену первые полгода. Женщина сухая, аккуратная, с идеальным круглым почерком. После записи о вызове ее строчки в журнале обрываются. Дальше идет другая рука, крупная и разъезжающаяся. Я помнила, как она уходила. Отработала 11 лет и уволилась за 3 дня, никому ничего не объяснив, и на проводах не была. Я тогда сочла, что у нее что-то дома. Внизу той страницы, у самого сгиба, было приписано мелко, для себя, без всякого отношения к службе. Не отвечать. Никогда. К 4 утра у меня был столбик из 14 дат за 46 лет, выписанный на обороте бланка заявки. 3 вещи в этом столбике не давали мне поставить чайник. Первое. Все 14 дат – ноябрь или декабрь. Ни одного марта, ни одного июля. Только эти 2 месяца, только эта темная половина года, когда в Челябинске светает в 9 и темнеет в 4. Второе. Всегда 3:26. Ни около 3, ни в начале 4. Минута в минуту, 14 раз, разными диспетчерами, которые друг друга не знали и половина из которых давно на пенсии. Третье я поняла позже всего, уже когда мыла кружку. Ни в одной из 14 записей не было продолжения. Ни прибыла бригада, ни неисправность устранена, ни ложный вызов. В журнале любая строчка закрывается, так учат в первый же день. Эти 14 не закрыл никто. Я поднялась к себе в 7 утра, легла и не уснула. За стеной работала шахта, соседи начали разъезжаться на работу, кабина пошла вверх-вниз, ровный низкий гуд через плиту. А потом я подумала о том, чего не искала. Я знала расписание вызовов за 46 лет. Я не знала, что происходило в доме после них. 35 дней. Часть 4. Рауза Хайдаровна. 10 ноября я поднялась на 14 этаж и позвонила в 63-ю квартиру. Раузе Хайдаровне Ахмеровой 88 лет. Она въехала в этот дом с первой волной. Работала на трубопрокатном крановщицей. Похоронила мужа в 91-м и с тех пор живет одна. Раз в неделю я приношу ей хлеб и творог, потому что ей тяжело подниматься с сумками, а лифтом она не пользуется. Она открыла сразу, будто стояла за дверью. «Заходи, Ириша, чайник горячий». Квартира у нее, как у всех наших стариков. Ковер на стене, сервант, фотографии в рамках, запах волокордина и печеного теста. Она поставила варенье, зефир, свою чашку с отбитой ручкой, села напротив и стала ждать. Она всегда ждет, когда я заговорю первая. «Рауза Хайдаровна», — сказала я, — «вы почему лифтом не ездите?» Она положила зефир обратно на блюдце. «Долго рассказывать. Я не тороплюсь». Она поправила скатерть, разгладила складку у своей чашки, потом у моей. У нее крупные руки бывшей крановщицы с распухшими костяшками. «Мама твоя тоже не ездила», — сказала она. «Валя, ты знала?» Я знала. Мать ходила пешком на 12 этаж до 71 года. Она делала это так буднично, что я никогда не спрашивала почему. Я считала это ее причудой, вроде того, что она не садилась спиной к двери и не давала выносить мусор после заката. У каждого свое.
Она мне говорила, что от лифта голова кружится. Говорила, согласилась Рауза Хайдаровна. Мне тоже так говорила. Мы с ней в 79-м вместе заезжали, в один день. Машина одна на 2 квартиры была. Я тогда молодая, здоровая, кран водила, 20 тонн на крюке, и ничего у меня не кружилось. И у Вали не кружилось. Мы с ней ходили пешком 40 лет, и обе врали одно и то же, каждая своим детям. Она подвинула ко мне вазочку с вареньем, будто это что-то объясняло. Тебе мать не говорила ничего. И правильно. Скажешь ребенку такое, он вырастет пуганый и все равно поедет. Я поставила чашку. Гуд лебедки шел через стену. На 14-м он слышен даже днем. Рауза Хайдаровна, у меня трижды загорался этаж, которого в доме нет. Она подняла на меня очень светлые, почти выцветшие глаза. Ты отвечала? В первый раз ответила. Рауза Хайдаровна закрыла лицо ладонью, одним движением, на секунду, и тут же убрала руку. Больше ничего в ее лице не поменялось. «Дура», — сказала она спокойно. «Ну ничего, может, еще обойдется». «Что обойдется? Рауза Хайдаровна, объясните мне». «Нечего объяснять». Она встала и начала убирать со стола, хотя мы не допили. «Ты сходи к Никифорычу в 12-ю. Петр Никифорович Гулин. Он один остался, у кого ключ. Я ключа не держала, я только помню». «Какой ключ?» Она составила чашки в раковину и постояла ко мне спиной. «Нас было 40, — сказала она, — а теперь нас 3. 34 дня». Часть 5. Доска. Я искала 3 дня. Кладовка за тепловым узлом. Та, где раньше был красный уголок. Там стоит списанный сейф без дверцы, 4 стула с продавленными сиденьями, ведра, обрезки труб. Влажность такая, что картон разлезается в руках. Шкафчик висел на дальней стене, за трубой, и я проходила мимо него 14 лет. Обычная ключница ЖЭКа. Деревянный короб размером с посылочный ящик, застекленная дверца, петли утоплены, замок врезной, маленький. Стекло мутное от пыли, но не битое. Я протерла его рукавом. Внутри, на войлочной подложке, было вбито 40 гвоздей в 4 ряда по 10. Над каждым выдавленный в дерматине номер квартиры. Висели латунные номерки, плоские кружки размером с пятак, с дыркой под шнурок, с выбитой цифрой и клеймом по нижнему краю, ЖЭК-4. Висело 3, остальные 37 пустовали. Дверца оказалась заперта. Замок врезной, скважина узкая, под плоский ключ с квадратной бородкой. Такие ставили в конторах, чтобы шкаф нельзя было открыть чем попало. Я обошла всю кладовку. За трубой, на подоконнике, в сейфе без дверцы, под войлоком, в ведрах. Ключа не было. Гвоздика, на который его вешают рядом со шкафом, тоже не было. А его вешают всегда. Я 14 лет работаю с ключами и знаю, как люди устроены. Значит, ключ существует и лежит у кого-то в кармане. Я подцепила стекло ножом. Оно вышло из штапика целиком, без единой трещины. Стекло держали не на замазке, а на 4 штапиках, как в буфете. Кто-то делал этот шкафчик руками и не торопился. Я достала номерки. Первый – 12, второй – 63, третий – 47. 12-я – квартира Гулина, 63-я – Раузы Хайдаровны, 47-я – моя. Латунь была тяжелее, чем кажется на вид, и холодная не как металл в холодном помещении, а как металл, который только что достали из воды. Цифры выбиты глубоко, штампом, все одинаково. Патина одинаковая, темная по краю, светлее в середине, где за нее брались пальцами. На полке под шкафчиком стояла жестяная банка из-под Монпансье, круглая, с облезлой крышкой. Такие банки стоят в каждой кладовке страны, и в них держат гайки, предохранители, старые пробки, все, что жалко выбросить. Я сняла крышку. В банке лежали номерки. Я высыпала их на стул и пересчитала дважды. 37. Они лежали не как ссыпанный хлам. Хлам ложится вперемешку, ребром, стопками. Эти лежали плашмя, один поверх другого,
аккуратно, цифрой вверх. Так складывают, когда кладут по одному и не спешат. Те же кружки, то же клеймо, та же партия. Номера квартир 3, 8, 17, 21, 26, 30, 49, 55, 71. Все разные, ни одного повтора. И ни один не совпадал с тремя, что остались на гвоздях. 37 в банке, 3 на стене. 40. Я держала их в горсти, и они звенели друг от друга. Коротко, глухо, как мелочь. А потом я вернула на место номерок 47-й квартиры и увидела то, чего не заметила сразу, потому что смотрела на пустые гвозди, а не на занятые. На гвозде 47-й квартиры номерков было 2. Они висели один за другим, плотно, и второй прятался за первым. Оба 47. Оба той же партии, того же клейма, с той же патиной. 30 дней. Часть 6. Латунь. Я разложила версии, как раскладывают пасьянс. Мне нужно было, чтобы хоть одна сошлась. Версия 1. Номерки от ключей. Обычная ключница, у Жека были дубликаты, потом жильцы поставили свои замки и ключи выбросили, а бирки остались. Разумно ровно до одного вопроса. Почему 37 лежат отдельно, в банке, а 3 висят? Выбрасывают все сразу, а не по одному в течение 46 лет. Версия 2. Снимали за выбытие, умерших и переехавших, для порядка. Тоже разумно. Я взяла 8 номеров квартиры с банки и обзвонила, кого смогла. Квартира 21. Стрельников Юрий Матвеевич. Умер. 89 год, декабрь. Квартира 8. Демина Клавдия Петровна. Умерла. 93 ноябрь. Квартира 55. Аргуновы. Муж и жена. Пропали в 98-м. Уехали к дочери в Курган и не доехали. Дочь искала их 2 года. Квартира 30. Хайруллин Марат Загитович. Умер. 2003 декабрь. 8 из 8. Ни одного переехавшего, ни одного просто съехавшего к детям. Все 8 ноябрь или декабрь. Тогда я взяла свой столбик из 14 дат и положила рядом. 29 ноября 84 вызов. Квартира 3, декабрь 84. 7 декабря 89 вызов. Стрельников, декабрь 89. 20 ноября 93 вызов. Демина, ноябрь 93. 1 декабря 98 вызов. Аргуновы, декабрь 98. 14 вызовов за 46 лет. 14 раз, и каждый раз следом снимался номерок. Была еще одна версия, самая удобная, и я честно ее отработала. Совпадение. Дом старый, жильцы старые, за 46 лет в любом подъезде умрет кто угодно. И если ноябрь с декабрем считать вместе, это 6-я часть года. Значит, каждая 6-я смерть попадет в них просто так, без всякой мистики. Я села и посчитала. Не в уме, на бумаге, столбиком, как в школе. Из 37 снятых в ноябре или декабре ушли все 37. Ни одного мая, ни одного августа. 6-я часть года и все до одного. Такого не бывает даже в очень старом доме. К Гулину я в те дни ходила дважды. Рауза Хайдаровна сказала, у него ключ. И это было единственное живое имя во всей истории. Первый раз он не открыл. Я слышала за дверью телевизор и шаги, стояла на площадке 8 минут и ушла. Второй раз открыл на цепочку, посмотрел в щель и сказал «Не сейчас, Ира», и закрыл. Я не стала ломиться. Я решила прийти к нему тогда, когда буду знать достаточно, чтобы он не смог отговориться. Мне казалось это разумно и что время у меня есть. Времени у меня было 26 дней. Версия последняя была про меня, и с ней я провозилась дольше всего.
Я вынесла оба 47-х номерка под лампу дневного света у пульта и положила рядом с теми, что из банки. Латунь стареет ровно. Она темнеет по краю, где меньше трогают, и остается светлее в середине. По этому пятну можно сказать, сколько вещь пролежала и сколько ее держали в руках. Не в годах, но десятилетие от десятилетия отличается, как отличается новая монета от той, что ходила. Номерок квартиры 3, снятый в 84-м, был темный по всему полю. Оба 47-х были одинаковые. Между собой, как две монеты из одного кармана. И клеймо на них стояло одно – ЖЭК-4. Такое клеймо ставили в мастерской, которая закрылась вместе с ЖЭКом в 91-м. Я родилась в 1982 году. В квартире 47 тогда жил один человек – моя мать. Второй номерок отштамповали в 79-м, вместе со всеми 40. Для квартиры, в которой жил один. 26 дней. Часть 7. 3:26. 23 ноября я поехала. Я не решала этого заранее. Я вышла на смену, сварила кофе, села, дождалась. В 3 часа 26 минут загорелась лампочка. Дом 12, подъезд 2, 17. Третий раз. Я встала, взяла ключи и пошла наверх. В подъезде было темно. Лампочка на площадке первого этажа перегорела еще летом. Двери шахты стояли закрытые. Табло над дверьми показывало цифру, и это была не цифра из тех 16, что там бывают. Верхний сегмент горел не полностью. Единица и семерка выведены криво, как их выводит табло, которому велели показать то, чего в нем не заложено. Я нажала кнопку вызова. Кабина пошла вниз. Я слушала ее всем телом. Ровный гуд, короткий лязг на стыке, шелест канатов. Обычный, рабочий, тот самый, что идет у меня через стену 15 лет. Двери открылись. Внутри горел свет, панель на 16 кнопок, зеркало заклеено объявлением про поверку счетчиков. На полу окурок и фантик от Барбариса. Наш лифт. Никакого другого. Я вошла и нажала 16-й. Кабина пошла вверх. Табло отсчитывало. 3, 4, 5. На 12-м до меня дошло, что я стою напротив своей квартиры, за стеной, в 2 метрах от собственной кровати. 13, 14, 15, 16. Кабина не остановилась. Она пошла дальше, так же ровно, тем же гудом, без рывка, без изменения звука. Как будто выше есть куда ехать. Тогда у меня заложило уши. Не резко, не как в самолете. Медленно, будто кто-то положил на них теплые ладони и стал давить. Пальцы, которыми я держалась за поручень, онемели от холода. Металл был не просто холодный. Он тянул тепло из руки так быстро, что ладонь начала щипать, и я не смогла ее отнять. Я хотела, но рука не разжалась. Она разжалась сама, потом, когда все кончилось. Я успела посчитать до 11. Кабина стала. Двери открылись. За ними была наша лестничная площадка. Точно наша. Та же плитка елочкой, те же 4 дверных проема, то же окно между этажами, тот же почтовый ящик у стены. Только в проемах не было дверей. Не выломаны, их там никогда не ставили. Голый бетон, торчащие концы арматуры, ни коробок, ни петель. У окна не было стекла. На полу лежал слой строительной пыли, ровный, нетронутый, без единого следа. И пахло мокрым бетоном, тем самым запахом, что живет у меня в подвале, но здесь он был не разбавлен ничем. Плотный, холодный, новый. Так пахнет дом, в который еще не въехали. Свет шел из проемов, ровный, серый дневной свет, при том, что за окном без стекла стояла глухая ноябрьская ночь. Я шагнула из кабины и не услышала своего шага. Звук был, я его чувствовала подошвой, но он никуда не пошел, не отразился от стен, не ушел в пролет. Он кончился там, где начался. Я повернула налево, туда, где должна быть 47-я, где моя дверь, обитая коричневым дерматином, с глазком и наклейкой «Осторожно, злая собака», хотя собаки у нас не было никогда. Проем был заложен кирпичом.
Аккуратно, в пол кирпича, с ровным швом, старым раствором. Заложен давно. А в кладке на уровне глаз, там, где на дверях бывает номер квартиры, был вбит гвоздь. На гвозде висел латунный номерок. 21 день. Часть 8. Сколько нас в 47-й? Я стояла перед этой кладкой не знаю сколько. Есть вещи, для которых у меня нет слов. И не потому, что я плохо говорю. Просто язык устроен под наш дом, а тот был устроен иначе. Я могу описать кирпич, могу описать пыль, не могу описать тишину. То, что звук в ней не продолжался. Мы привыкли, что звук живет дольше, чем длится. Отражается, гаснет, уходит. Там он не жил вовсе. И еще одно, которое я до сих пор не умею сказать правильно. Этот этаж не был заброшенным. Заброшенное я видела. Пустые общаги, недострой на Копейском шоссе, где мы лазали в 90-е. Там всегда есть следы того, что было и кончилось. Окурки, надписи, битое стекло, птичий помет, ржавчина. Время оставляет мусор. Здесь мусора не было. Пыль лежала ровно и чисто, как выпадает за одну ночь на новой стройке. Бетон был свежий, серый, а не бурый, без потеков, без плесени, без солевых разводов, которые за 40 лет выступают на любой панели. Арматура в проемах не тронута ржавчиной, блестящая, с заводской окалиной. Этот этаж не старел. Он был построен и на этом остановился. Наш дом жил 46 лет. В нем рожали, ругались, красили стены в 4 слоя, меняли трубы, ставили железные двери. А один его этаж все это время стоял ровно в том декабре, когда все только начиналось, и ждал, когда дом закончится. Я сняла номерок с гвоздя. 47. Клеймо ЖЭК-4. Тяжелый, холодный, с той же патиной. Он был 3. Я спустилась и сразу пошла в кладовку, не заходя в диспетчерскую. Открыла шкафчик, сняла с гвоздя оба и положила все 3 на подоконник, рядом, под лампу. 3 латунных кружка на квартиру 47. Одна партия, 79 год. Одно клеймо, одна патина. Отштампованы в один день в мастерской, которой давно нет. В 79-м, в 47-й жил один человек, моя мать. Я второй человек, который в ней жил. Я родилась через 3 года. Третий человек, который жил в квартире 47, родился через 20 лет после того, как отлили эти кружки. Ее зовут Настя. Она сейчас в Екатеринбурге. У нее сессия в январе, и она звонит мне по воскресеньям. Я стояла над подоконником и считала их снова и снова, как будто от счета что-то могло измениться. И тогда я полезла проверять то, что проверил бы любой на моем месте. Сколько всего гвоздей? 40. Я пересчитала трижды, вводя пальцем по рядам, а квартир в доме больше 200. Все это время я считала, что 40 – это сколько квартир заселили первыми. Так было удобно, и так оно выглядело. Но кружков на доске больше, чем гвоздей. На моем висело 2, а теперь 3. Значит, гвоздь – это не квартира и не человек. Гвоздь – это семья, взятая целиком и вперед, на всю свою длину, вместе с теми, кого еще нет. 40 семей, не 40 жильцов. Потом я взяла свой, 47-й, и сжала в кулаке, и держала, пока латунь не нагрелась. Она не нагрелась. Я вымыла руки под краном в подсобке с мылом дважды. На подушечках пальцев и в складках кожи осталась зелень, тонкая, яркая, как след от дешевого кольца. Она сходила 4 дня. 17 дней. Часть 9. Никифорыч. К Гулину я пошла 30 ноября, днем. Петр Никифорович Гулин, квартира 12, 91 год. Первый лифтер этого дома, 40 лет стажа, потом сторож, потом пенсия. Я знала его всю жизнь. Он менял нам лампочки, доставал детские мячи из козырька и один раз выломал дверь, когда мать оставила ключи внутри. Он открыл,
опустил глаза на мои руки и посторонился. «Проходи, обувь не снимай». Квартира у него была почти пустая. Стол, 2 табуретки, кровать, шкаф, на подоконнике алоэ в 3-литровой банке. Никаких ковров, никаких фотографий. Человек, который живет налегке уже давно. Он поставил чайник и сел напротив. «Ну, показывай пальцы». Я показала. Зелень была еще видна у ногтей. Гулин кивнул, будто услышал давно ожидаемую новость. «Ты доску нашла?» Он не спрашивал. «Нашла. И банку. Банка при ней всегда». Он налил чай в 2 стакана с подстаканниками, поставил передо мной, а свой не тронул. «Спрашивай», — сказал он. «Я отвечу. Мне 91. Чего мне теперь?» Я спросила, кто снимал. «Я», — сказал Гулин. Он выговорил это ровно, как выговаривают «я мастер участка». «Меня Мохов научил, комендант первый. Он в 79-м ко мне подошел, в декабре, аккурат когда акт подписали. Дал ключ и показал доску. Сказал, будешь вести. Кто выбыл, того снимай и в банку». Я спросила, зачем? Он сказал, положено. «И вы 46 лет снимали номерки за умершими?» «Я вел доску», — поправил он. «Кто там умер, кто нет, не мое дело. Мне сказали, как выбыл, снимай, и я снимал. По порядку, слева направо, сверху вниз, никого не пропускал». Он опустил глаза на свои руки, лежащие на столе. «Порядок должен быть, Ира. Ты в диспетчерской сидишь, ты знаешь. Журнал заполнил и спишь спокойно. А если не снять?» Он долго молчал. «1 раз не снял». Он потер большим пальцем край стола. «В 98-м. Аргуновы, 55-е. Хорошие люди. Я с Аргуновым в домино играл. Не смог. 3 недели их кружок висел на гвозде». «И что?» «И ничего. Он все равно оказался в банке». Он поднял на меня глаза. «Прихожу утром, шкаф заперт, стекло целое, ключ у меня в кармане. А гвоздь пустой. Оба гвоздя пустые. У них 2 было, на мужа и жену». Он встал, открыл ящик стола и достал ключ. Плоский, короткий, с квадратной бородкой, латунный, вытертый до блеска на всей длине. Так вытирается вещь, которую 46 лет носят в кармане и берут одними и теми же 2 пальцами. «Вот он!» Гулин положил ключ на стол между нами, но не отпустил сразу. «С 79-го. Петр Никифорович. На 47-м гвозде висело 2 номерка, а сегодня у меня 3». Он не удивился. «Значит, 3 вас там будет. У Аргуновых было 2. У Раузы 1, она бездетная. У Мохова на его квартиру 4 висело, и все 4 в банке лежат. Я сам клал. Последнюю, внучку, в 2011-м. Ей 26 было». Я держала стакан и не могла его поднять. «Кто их отлил?» Гулин не отвел глаз от стены за моей спиной, от той, за которой идет шахта. «Тот, кто вызывает», — сказал он. «Он не говорит, он показывает. Приходишь утром и знаешь, чей снимать, как будто сам решил». 14 дней. Часть 10. Летание. 37 кружков помещаются в 2 ладонях. Я проверяла. 2 декабря я решила узнать их всех по именам. И делала это ночью, за пультом, при настольной лампе. Высыпала 37 кружков на стол, разложила по номерам квартир, а рядом положила тетрадь, куда за 3 недели свела все, что нашла по жильцам, кто, когда, из какой квартиры. Я читала вслух, тихо, себе под нос, потому что глазами это сливалось, а вслух каждый становился отдельным человеком. 1. Абрамов Николай Егорович, квартира 3, декабрь 84-го, снят. 2. Абрамова Лидия Семеновна, квартира 3, декабрь 84-го, снята. 3. Бортников Илья Гаврилович, квартира 17, ноябрь 86-го, снят. 4. Стрельников Юрий Матвеевич, квартира 21, декабрь 89-го, снят. 5. Демина Клавдия Петровна, квартира 8, ноябрь 93-го, снята. 6. Аргунов Виктор Палыч, квартира 55, декабрь 98-го, снят. 7.
Аргунова Нина Федоровна, квартира 55, декабрь 98-го, снята. 8. Хайрулин Марат Загитович, квартира 30, декабрь 2003-го, снят. 9. Сомова Тамара Ильинична, квартира 71, ноябрь 2007-го, снята. 10. Пряхин Валерий Борисович, квартира 26, декабрь 2011-го, снят. 11. Пряхина Галина Андреевна, квартира 26, декабрь 2011-го, снята. 12. Севастьянов Игорь Львович, квартира 49, ноябрь 2016-го, снят. Так 37 раз. 37 кружков, 37 квартир, 37 ноябрей и декабрей. Я читала вслух, и слово «снят» становилось стуком метронома, и к 30-й строке я перестала слышать в нем смысл. Оставались 3, что висели на гвоздях. 12-я квартира. Гулин Петр Никифорович, жив. 63-я. Ахмерова Рауза Хайдаровна, жива. 47-я. 3 кружка на гвозде. Мать, я, Настя. Я остановилась на этом гвозде и держала на нем палец. Моя мать умерла 6 лет назад, 16 марта, в 4-й городской. Инсульт, 2-е сутки, я была рядом. Похороны на Успенском, гранитная плита, оградка, я езжу к ней в мае. Ее кружок висел, не в банке, на гвозде вместе с моим и Настиным. Я сидела и не могла свести это в одно. 37 в банке, умершие и пропавшие. Моя мать умершая и не снята. Значит, снимают не за смерть. Я перебирала полчаса, чем еще моя мать отличается от тех 37. Она прожила в доме 40 лет, как они. Она была на доске с самого начала, как они. Она была старая и больная, многие из них тоже. Разница была одна, и я ее не сразу увидела, потому что она была не про мать, а про место. Я снова разложила перед собой 14 дат и прошла по ним еще раз, строчку за строчкой, но на этот раз искала не совпадение, а исключение. И нашла. Все 37, чьи кружки лежат в банке, умерли или пропали в этом доме. 12 дней. Часть 11. Ходи ногами. Кладбище зимой пустое. Дорожки не чистят дальше 1-го квартала. Снег по колено, и от ворот до нашего участка идешь по чужим следам. На Успенское я поехала 5 декабря. Дошла до ее оградки, обмела плиту рукавицей и села на лавку, которую сама и ставила. Валентина Ивановна Кострова, 1954-2019. Я сидела и вспоминала то, что 30 лет считала причудами. Мать не ездила на лифте. Никогда, ни разу. Ни с сумками, ни с температурой. На 12-й этаж пешком 228 ступеней, я считала их в детстве. Мать не садилась спиной к входной двери. Если гости пересаживали ее, вставала и пересаживалась обратно, посмеиваясь над собой. Мать не выносила мусор после темноты. Мешок стоял в коридоре до утра, и я в подростковом возрасте с ней из-за этого ругалась. Мать заставляла меня ходить пешком до 8 класса, а потом перестала. Я решила, что она сдалась. Теперь мне кажется, что она поняла, одна я все равно буду ездить, и решила не приучать меня бояться того, от чего не может защитить. Было и такое, чего я тогда вообще не заметила. Она никогда не болела дома. При любой температуре вызывала скорую и просилась в стационар, хотя терпеть не могла больницы и врачей. Соседки считали ее мнительной. Я в старших классах злилась. «Полежи ты дома, я тебе чаю сделаю». Она не ложилась спать в ночь на 14 декабря. Один раз в год, в этот день, она сидела на кухне до утра с телевизором и вязанием, а утром говорила, что не спалось. Я жила с этим 18 лет и ни разу не спросила, почему. И она всегда знала, кто в подъезде умер, раньше всех. Не из сплетен, она просто утром говорила, у Пряхиных беда, и к обеду оказывалось, что беда.
Я спрашивала, откуда. Она отвечала, слышала. Через плиту слышен только лифт. И последнее. В больнице за день до конца она была уже плохая и почти не говорила. Речь ушла, слова шли отдельно друг от друга. Я держала ее за руку, и она вдруг сжала мои пальцы. Сильно, неожиданно сильно для человека в таком состоянии. Она сказала: «Ходи ногами». Я ответила: «Мам, ты чего?» Поправила ей подушку и позвала сестру. Я поняла это как бред. Я 6 лет считала это бредом. Она сжимала мою руку и, наверное, видела, что я не поняла, потому что попыталась еще раз, и во второй раз получилось только ноги. Она не боялась умереть. Она боялась умереть здесь. Я сидела на лавке, пока не перестала чувствовать ступни. Потом дошла до остановки и поехала домой. Дома я поднялась на 12-й пешком. 228 ступеней, я пересчитала. На 8-м остановилась отдышаться, и мне было 44 года, и я стояла в подъезде своего дома, держась за перила, и повторяла ее слова вслух, чтобы они, наконец, стали не бредом, а инструкцией. Она ушла в больницу и умерла в чужом здании. Ее кружок остался висеть. Она успела. 9 дней. Часть 12. 63. 9 декабря я поднялась к Раузе Хайдаровне с хлебом и творогом. Дверь была не заперта. Она никогда не оставляла дверь незапертой. 3 замка, цепочка, и еще она подпирала ручку изнутри палкой от швабры, потому что мало ли. Я толкнула дверь и вошла. В квартире было тепло и светло. Горела люстра в комнате и лампочка в коридоре. На кухне на столе стояла ее чашка с отбитой ручкой до половины полная. Я тронула ее тыльной стороной руки. Чай был теплый. Рядом лежал зефир на блюдце, надкушенный с одного края. Тапки стояли у порога, ровно, носками к комнате, как она и всегда ставила. Сапог не было. Пальто на вешалке не было. Платка не было. Я обошла все комнаты, заглянула в ванную, на балкон, за штору. 88 лет, живет одна, дверь открыта, чай теплый. В спальне на трюмо лежали ее документы, сложенные стопкой. Паспорт, пенсионная, полис, 2 сберкнижки, перевязанные аптечной резинкой. Сверху тетрадный лист. На нем крупными печатными буквами телефон ее племянника в Уфе и приписка: «Ирише позвонить». Она приготовилась. Не в этот день вообще. Так готовятся люди, которые знают, что уходить придется быстро и без предупреждения, и жалеют тех, кому потом разбирать. Я села на ее кровать с этим листком в руках. Мы пили чай 29 дней назад. Она сказала: «Может, еще обойдется». Я тогда услышала в этом надежду. Теперь я слышала, как женщина, прожившая в этом доме 46 лет, вежливо утешает соседку, которой уже нельзя помочь, и заодно себя. Я позвонила в полицию в 12:40. Приехали в 6 часу. Молодой участковый записал приметы, спросил, не путается ли бабушка, есть ли родственники в других городах, и сказал то, что говорят всегда: сутки, потом ориентировка. Ее не нашли. Ни в тот день, ни потом. Камеры в подъезде у нас стоят на 1 этаже и на выходе. Участковый промотал сутки при мне, вперед-назад. Дверь подъезда открывалась 23 раза. Все 23 знакомые лица. Я назвала каждого по фамилии. Рауза Хайдаровна из подъезда не выходила. В 10 вечера, когда все уехали, я спустилась в кладовку и открыла шкафчик. Гвоздь 63-й квартиры был пустой. Я сняла крышку с банки. Сверху, поверх остальных, лежал свежий кружок. Светлее прочих, с чистой серединой, теплый на ощупь, как будто его только что держали в кулаке. 63. Я стояла в кладовке и считала то, что осталось на гвоздях, хотя считать было нечего.
12. Гулин. 47. 3 кружка. Мать, я, Настя. Нас осталось 2. 5 дней. Часть 13. Тишина. Заявление я написала 10 декабря. Начальник участка Ольга Ивановна подписала, не поднимая головы. «У нас текучка, диспетчеров не хватает, но и держать никого не держит». Отработать 2 недели она попросила формально. Я также формально отказалась, сославшись на здоровье. Она пожала плечами и попросила сдать ключи и журнал. Я сдала. Расписалась в ведомости, вынесла из подвала свою кружку, плед и банку с кофе. Пельмени я отнесла на 4-й этаж к Светке из 16-й. Она давно просила кота. 11 числа я купила билет в Екатеринбург на 15-е. Настя обрадовалась и стала спрашивать, надолго ли. Я сказала, как получится, может и насовсем, поищу там работу. Она сказала, «Мам, ты чего?» Тем же голосом, каким я когда-то говорила это своей матери. Я собрала сумку. Документы, теплое, фотографии в конверте, мамино кольцо. Все остальное потом, вывезу или брошу. Сумка стояла в коридоре, и я обходила ее 3 дня. И каждый раз, проходя мимо, чувствовала себя человеком, который все сделал правильно. Один раз я поднялась к Гулину, сказать, что уезжаю. В этот раз он открыл сразу, будто ждал у двери. Выслушал, не перебивая. Я говорила бодро. Екатеринбург, дочь, работа, 15 число. Он ничего не ответил. Опустил глаза на мои руки. Я до сих пор не знаю, что он там каждый раз высматривал. Кивнул и закрыл дверь. Я спустилась пешком, и мне даже стало легче. Раз молчит, значит обошлось. Значит, все просто живут дальше, а я сама себе сочинила 46 лет чужой канцелярии. Про Раузу Хайдаровну я старалась не вспоминать. Я говорила себе, уехала к племяннику в Уфу, забыла запереть, старый человек. Что документы остались на трюмо, этому я объяснения не искала, потому что искать его значило снова открыть все, что я только что закрыла. И стало тихо. 11 ночью я спала. 12 ночью я спала. Без вызовов, без гуда за стеной. Я не слышала лифт, потому что перестала его слушать. Дом жил вокруг меня, топал по потолку у соседей сверху, хлопал дверьми, и все это было просто дом. 12 утром я варила кофе на своей кухне, стояла у окна, глядела на снег во дворе и на детей, которых мать вела в сад, и поймала себя на том, что улыбаюсь. Я подумала, он берет тех, кто на доске и в доме. Я уеду. Меня не будет ни в доме, ни в городе, и шкафчик останется висеть в кладовке. И через год его снимут вместе с трубой, потому что домоуправление сменится, и никто не будет вести никаких досок. Я допила кофе. Я собиралась нажить эти 3 дня спокойно, и мне это почти удалось. 12 декабря в 23:40 в мою дверь позвонили. Я посмотрела в глазок. На площадке стоял Петр Никифорович Гулин, без шапки, в домашней рубашке, в тапках. 91 год и весь подъем пешком, с 3 на 12, потому что он тоже не ездит на лифте, я это давно поняла. Я открыла. Он не поздоровался и не вошел. Он стоял в проеме, держась одной рукой за косяк, и дышал часто и мелко. Вторую руку он протянул мне ладонью вверх. На ладони лежал плоский латунный ключ с квадратной бородкой. «Ира», — сказал он, — «я больше не могу. Возьми». 2 дня. Часть 14. 14 декабря. Я взяла ключ. Я не решала. Рука поднялась и взяла, как беру падающее, раньше головы. Он был теплый. Не комнатной температуры, а теплый, как чужая рука. И это тепло не уходило, пока я держала его в кулаке. Гулин выдохнул и осел на ступеньку у моей двери. Я хотела вызвать скорую. Он мотнул головой. «Не надо, мне теперь ничего не надо», — сказал он. 46 лет, Ира. Знаешь, почему я снимал? Потому что положено. Потому что пока снимаешь, тебя не снимают, сказал он.
Мохов мне это сказал в 79-м, в декабре, когда ключ отдавал. Он тоже уходил. Он тоже сказал «не могу». Он поглядел на меня снизу вверх, с моей ступеньки. Старый человек в тапках на холодном бетоне. «Прости», — сказал он, — «мне велели тебе отдать, я отдал. Я всю жизнь так. Мне сказали, я сделал, и порядок был». Он ушел к себе. Я слышала, как он спускается, медленно, с остановкой на каждой площадке. 14 декабря я не поехала в Екатеринбург. Билет был на 15-е. Весь день я просидела дома с ключом на столе. Вечером спустилась в подвал. Свои ключи я сдала, но замок на двери диспетчерской разбит с позапрошлой зимы, я говорила. Внутри все было по-прежнему. Пульт, стеллаж, чайник со сломанной крышкой, чужая кружка на моем месте. Новая девочка ушла на перерыв. Я прошла в кладовку и открыла шкафчик своим ключом. Он подошел мягко, без усилия, будто замок его ждал. И вот что я увидела. 40 гвоздей в 4 ряда по 10. И на каждом висел латунный кружок. Ни одного пустого гвоздя. Все 40 на месте, как в 79-м. Я сняла с полки банку и открыла ее. Пусто. Ни одного. Даже пыли над ней не было. Жесть блестела, как новая. Тогда я стала читать номера на гвоздях, и это были не те номера. 16-я – Светкина, у которой теперь мой кот. 9-я – молодая пара, у них ребенок родился весной. 72-я – Тагир Рустамович. 34-я – женщина с коляской, которую я вижу каждое утро и с которой здороваюсь, не зная имени. 40 квартир, в которых живут сейчас. На гвозде 47-й квартиры висело 2 кружка. Я сняла оба и положила на ладонь. Одинаковые. Одна партия, одно клеймо, одна патина. 79-й год. Материного среди них не было, она свое отходила. В подвале было тихо. Наверху жил дом. Кто-то сливал воду, кто-то тащил санки по площадке, у кого-то работал телевизор. На пульте загорелась лампочка. Дом 12, подъезд 2, этаж 17. Часы показывали 3:26. Я не заметила, как прошла ночь. Я знаю, что будет дальше. Я всегда знала выводы раньше, чем произносила их вслух. Так уж устроен человек, который 14 лет заполняет журнал. Ты пишешь строку, зная, чем она кончится, еще до того, как поставил первую букву. Кабина уже идет вниз. Я слышу ее через стену. Ровный гуд, короткий ляск на стыке, шелест канатов. Она приедет через 40 секунд, и двери откроются, и внутри будет наш лифт, 16 кнопок и объявление про поверку счетчиков. У меня в левом кулаке ключ, и он теплый. В правой ладони 2 кружка на квартиру 47. Один из них надо опустить в банку. Сегодня. Пока не сняли оба. Латунь тяжелая и холодная, и она не нагревается от руки. Я проверяла, я держала ее долго. Один из 2 уже нагрелся. Поезд Насти приходит завтра в 6:40 утра. Она хотела сделать сюрприз и написала мне об этом час назад. Страшная история на ночь. Наушники обязательны. Смотри один. В темноте.